Hi everybody, I just completed my 8-month long Russian language course and I thought I want to record a video about my feelings and takeaways of this episode. So here it is. Я проснулся среди ночи несколько дней назад, и я мечтал об автобусной экскурсии со своими одногруппниками в Москве, говорящими на русском и китайском языках. И я понял, что я уже несколько раз мечтал об этом. Внезапно я вспомнил свои времена в Москве, поэтому решил записать видео об этом приключении, чтобы сохранить эти воспоминания, пока я могу это сделать. Пожалуйста, потерпите еще немного мой русский язык. Спасибо. Прошло 8 месяцев занятий русским языком. На одном из наших последних уроков моя преподавательница последилась, прощаясь с нами. Именно в этот момент я понял, что поездка в Россию была одной из лучших поездок, которые я когда-либо был. У меня появился очень хороший друг из Китая, Шивей, который делал мою жизнь в Москве более яркой. К сожалению, я не познакомился лучше с другими своими одногруппниками, которые были из Монголии, Вьетнама, Турции, Сербии, Болгарии и Греции. У нас была многонациональная группа. Больше всего я сожалел о том, что мало сделал во время в Москве. Я постоянно думал, что зима кончится и скоро будет весна, и у меня будет время ходить в балеты, концерты, бегать в парках и гулять на улицах с друзьями. Фантазии о весеннем пикнике на траве, пока мы поем русские песни и едим фруктов, не были реализованы. Из-за спецоперации, которая происходит сейчас в России, я решил уехать из Москвы в марте. Однако из-за отсутствия рейсов я вылетел на неделю позже, чем планировал изначально. Именно в эту дополнительную неделю я был наиболее продуктивным. Я ходил на Красную площадь, Арбат, покупал ноты, посетил Гиперглобус и ел в Макдональдсе. Эта неделя позволила мне завершить на позитивной ноте, за что я очень благодарен. В прошлом месяце в мае я хотел бросить уроки русского языка из-за отсутствия мотивации и отвращения к войне в Украине. Я не ходил на занятия 2 недели, и мой преподаватель Татьяна Николаевна посоветовала мне продержаться и закончить курс. Это оказалось правильным решением. И я бы точно пожалел, если я не прошел курс и не сдал бы экзамены. Иногда я задаюсь вопросом, было ли решение вернуться в Сингапуре правильным. Тогда я убеждал себя, что если бы я был там, мое психическое состояние было бы нездоровым. Конечно, я чувствовал грусть и тоску после возвращения в Сингапур. Это было незнакомое мне чувство. Закрывая эту главу моей жизни, я хотел бы спеть песню для всех моих друзей, одногруппников и преподавателей в Москве. Вы были счастливой и драгоценной частью моей жизни, и вы все такие красивые и особенные. Я надеюсь скоро вернуться, чтобы увидеть безумно красивую весну в Москве. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тихий печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелый подъемнулись угли костра. Вот и окончились все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное,
где в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончим полет. Крылья расправили, скатер разлук самолет. И потихонечку пятится тропа крыла. Вот тут действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Милая моя, солнышко лесное, где в какие края встретишься со мною. Не утешает меня, мне слова не нужны. Мне обтискать ручею янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидает, представьте меня. Милая моя, друзья мои дорогие, где в каких краях встретишься со мною. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною.